Вот вы где. Ну и как вы тут, путешественники? Здравствуйте. А что ж, мы отлично устроились. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а Таня у нас, конечно, спит. Не выспалась, поди. Петух-то у нас горластый. Спасибо. Нет, я отлично спала. О! Ну, человека мы, кажется, все-таки вытащили. А вот машина наша совсем швах. Пойди полюбуйся. Так. Ну и как же мы теперь? Так и поедем. Все равно там без нас отгуляли. Торопиться нам теперь некуда. В Запорожье будем учениться. Ну, спасибо вам за приют и ласку. Не за что. До свидания. Танечка, прощайся. Спасибо. Ну, до До свидания. свидания. Спасибо большое. До свидания. Счастливо вам. Спасибо, спасибо. Алексей Иванович, а какой был самый трудный момент в вашей жизни? Трудных моментов было достаточно. Легких было маловато. А трудных хоть отбавляй. 3 раза умирал. 2 раза в лагерях. А 3-й раз тоже в Германии, в Гамбурге. Видишь ли, из Аргентины я перебрался в Гамбург. Было у меня в кармане рекомендательное письмо в один, так сказать, весьма солидный дом. Но я не хотел им воспользоваться по многим причинам. А более всего потому, что твердо решил возвращаться на родину, чтобы меня там не ожидало. Но найти работу в Гамбурге приезжему человеку не так-то просто. Приятелей своих по известному мне адресу я не нашел. Вот тут я был вынужден обратиться к аргентинскому письму. А какой он Гамбург? Гамбург? Ну что же тебе сказать? Гамбург – это большой порт, большой город. Центральные улицы выглядят весьма респектабельно. Много машин, много людей. Совершенно достаточно для того, чтобы почувствовать свое полное одиночество. Но есть там один район, известный на весь мир – Сан-Пауло. Днем здесь тихо, поторговывают магазины для заезжего люда. А ночью это вертеп. Однако письмо привело меня в самый богатый квартал. Я даже не мог предполагать, что в Гамбурге есть такие тихие улицы. Цокот копыт, негромкий разговор, беззаботная жизнь. Was wünschen Sie? Ich habe einen Brief für Frau Haslinger. Sie wünschen bitte? Фрау Хаслингер встретила меня, в общем, благожелательно. Guten Tag. Она объяснила мне, что в доме все ездят сами. Но шофер может понадобиться сыновьям, моим мальчикам, как она тогда выразилась. Да, моим мальчикам. Затем она предупредила меня, что окончательное решение будет зависеть от господина Хаслингера. Эльке? Вот так я устроился в этот дом шофером-механиком. В конце концов, это был не худший вариант. Я думал, что эта работа не принесет мне новых унижений. Но я ошибся. Мне предстояло познакомиться с детьми. У этих молодых людей утро начиналось в гараже, где они устроили тир. Стрельба в цель сопровождалась рассуждениями. Им доставляло огромное удовольствие испытывать мое терпение.
Стрельба не должна вам мешать, говорил старший Зигфрид. Вы же солдат, даже победитель. Такой храбрый, что даже догадался сдаться в плен, подхватывал младший. Ну и так далее, в том же духе. Между прочим, по утрам к ним заезжал приятель, некто Цезарь Карстен. Призанятный парень. Необычайно типичная фигура для современного западного поколения. Братья Хаслингер, видимо, и смешили, и раздражали его своей надутой глупостью. Но он не гнушался брать у них деньги, есть их завтраки и обеды. Он, по-видимому, питал ко мне какую-то странную симпатию. Он даже заступался за меня. Он говорил Зигфриду: когда ты возьмешь в Германии власть в свои руки, ты поможешь вернуться господину Павлову на родину и занять там надлежащее место. Надо проявлять великодушие. Зигфрид, вполне сложившийся маленький фашист, подхватывал эту игру. Никогда бы я не доверил русскому ответственное место. В каждом из них живет коммунист. И видя, что все это раздражает меня, они искренне радовались, эти славные ребята. И тут же придумывали какие-нибудь новые пакости. Ну вот. Ну что с них взять, с кретинов? Oh, prima. Jetzt habe ich getroffen. Eine 12. Eine rote 12. Ах, как жалко, что я не захватил блокнот, говорил Цезарь. Я бы записал твои поразительные шутки, продал их в вечернюю газету и хорошо заработал бы на этом деле. Да, очень сложные были у них отношения. У Цезаря была невеста по имени Бригитта. Девица, в общем, ничем не примечательная. Но когда Зигфрид чувствовал себя припертым к стене, он грозился отбить ее у Цезаря. «Смотри, — говорил он, — чтоб я не положил твою маленькую к себе в карман». Это единственное, что приводило Цезаря в ярость. Он, по-видимому, действительно любил эту свою маленькую Клеопатру, как он называл ее в шутку. И когда братья уходили, он с удовольствием отводил душу. «Ну как, господин Павлов, — спрашивал он меня, — удалось вам приспособиться к этим маленьким подлецам?» И когда я говорил, что у меня нет иного выхода, что для него это не более чем занятная игра, а для меня жестокая необходимость, он смеялся и говорил, что я неправильно понимаю его положение в обществе. «Мы с вами оба пролетарии, — говорил он важно, — и оба страдаем от человеческой глупости. Разница только в оттенках. У меня по этому поводу есть целая теория. Я ее вам как-нибудь обязательно разовью. Пока. Самая трудная работа начиналась ночью, так часов 12, когда братья Хаслингер отправлялись на свой ночной промысел. Они начинали с главной улицы, так называемой Репербан, где не было кабака, в который они не сунули бы свой нос. Окончали под утро в каком-нибудь самом захолустном переулке. Вот тут я выступал уже в роли грузчика. Алексей! Lass ihn ja nicht fallen, sag ich dir. Wirst schon sehen, was denn passiert. Lass ihn ja nicht fallen. Как правило, под утро в Зигфриде просыпался дух капиталистического своевластия. Он привязывался к рабочим, разыгрывая такого патриархального хозяина, который умеет по-свойски разговаривать с рабочим классом. Он зазывал их на свою верфь. Это компания Хаслингер. Орал он на всю улицу. Вы слышали, конечно? Угомонить его было невозможно. А в 8 утра мне предстояло вести уже настоящего хозяина, господина Хаслингера-старшего, в его офис, а затем на верфь и так далее. При всем этом прислуга рассказывала мне, что мадам Хаслингер высказывала сомнения.
Правильно ли она сделала, взяв меня на работу? Все-таки русский, красный. Неизвестно, как это может отразиться на восприимчивой психологии детей. Но господина Хаслингера это совсем не занимало. Его интересовали биржевые сводки, и только биржевые сводки. Как большинство матерей, фрау Хаслингер имела о своих детях весьма приблизительное представление. Меж тем их интересовало нечто совсем иное. В воскресенье поднять их к обедне было делом почти нереальным. Из-под своих подушек они изрыгали всяческую хулу. На лакея, который их будил, на родителей, на церковь, на самого Господа Бога. Soll sie auch zum Teufel scheren? Ach, porca Madonna. И все же порядок есть порядок. И в 8 утра милые дети вместе с родителями подъезжали к своей церкви, самой новой и самой модной в районе. Тут у господина Хаслингера все было свое. Своя земля, свои соседи и даже свой поп, который всегда встречал семейство у входа, низко кланяясь, как слуга. Вот тут я имел возможность пофилософствовать на свободе с Цезарем. Он привозил в церковь свою Бригитту Клеопатру и терпеливо ждал ее. «А что же вы сами не пойдете в церковь?» – как-то спросил я его. «Слава Богу, я обхожусь без Бога», – сказал он. Лет до 12 я верил. Но когда однажды я простоял всю ночь на коленях, прося у Бога хорошие отметки, а на другой день меня вышибли из школы, я понял, что Богу не до меня. С моим старшим братом, продолжал он, дело обернулось драматичнее. Он отправился на Восточный фронт под защитой солдатской пряжки, где было написано «С нами Бог». Но Бог на этот раз почему-то оказался на стороне большевиков. И брат получил свою пулю в живот на сантиметр выше пряжки. Вот тут, может быть, вера помогла ему, примирила его со смертью. Вы думаете, что верующим легче умирать? Ну, разумеется. Верующий может надеяться отыграться на том свете за все подлости этого мира. Затем он обратился ко мне с таким вопросом. Что держит вас на земле? В Бога вы не верите. Жизнь не удалась. Охота вам тянуть лямку. Я сказал, что отвечу ему, если он скажет, что его держит на земле. Ну как что? Хотя бы тот факт, что я существую. Потом он стал развивать весьма модную философскую теорию. На мой вопрос, из чего слагается его существование, он важно ответил мне. Я ем, пью, люблю мою маленькую, и ко всему еще имею удовольствие смеяться над этим глупейшим из миров. А вам этого мало? Быть может, вы верите в экономическое чудо? Или во всемирную победу коммунизма? Или вам мало миллионов, которые человечество уложило в землю, руководствуясь принципом, что на миру и смерть красна? Сказав все это, он посмотрел на меня таким победителем. Я ответил ему, что не тороплюсь умирать, а хочу жить. Но сыт по горло так называемым свободным одиночеством. И хочу жить среди людей. Подумать только, воскликнул он. Этот кретин Зигфрид прав. В каждом русском живет коммунист. Я сказал, что принимаю это как комплимент. Разговор обострился. Да-да, так почему же вы не отправляетесь в свой коммунистический рай? Или боитесь, что с вас там спросят по всей строгости ваших законов? Я сказал, что не чувствую за собой никакой вины. Но Цезарь не так-то легко было опрокинуть. Великий Ясперс сказал, кто оправдывается, тот виноват. Ага, вот и моя крошка. Она сейчас чиста, как Мадонна. А мы с вами остались при своих грехах. Между тем его долговязая крошка стрекотала, как сорока.
На чем свет ругала новую церковь, такую элегантную снаружи и такую неудобную внутри. Сиденья немыслимо жесткие. Когда, наконец, догадаются ставить в церковь мягкую мебель. Ах, бедняжка, ворковал Цезарь. Ну ничего, Цезарь разбогатеет. Он купит славный мягкий Роллс-Ройс, чтобы у крошки легче давалась роль Клеопатры. Клеопатра? Кто это? Заинтересовалась Бригитта. У тебя с ней что-нибудь было? Нет, говорил Цезарь, к сожалению, меня опередили. Она посочувствовала ему, бедный парень. Эта девушка была из хорошего дома. Да ничего себе, вполне приличный дом. И они уехали. Но бедный, бедный Цезарь. Бедный мой холодный философ. В тот же вечер его Клеопатра сидела уже в компании братьев Хаслингер на очередном кетче. Ты знаешь, что такое кетч? Нет. Не надо рассказывать, как-нибудь потом. Отчего же, теперь это все уже позади. Мы разбудили вас? Нет, нет, я вас слушаю. А почему вы на меня так смотрите? Я понимаю, вы хотите, чтобы она ничего этого не знала. Да, я когда-то так же думал. А вот сейчас главной бедой считаю равнодушие и неосведомленность. Или я не прав? Нет, почему же? Так вот, стало быть, кетч. Вот тут-то я и встретился со своими друзьями. Hände hoch. Кукша. Смотри сюда. Лёшка, пропащий ты душа. Идет мимо гордый. Вот. Так мы ж тебя по всему свету ищем. Ну вот, вы меня, а я вас. Да мы в Мюнхене квартируем. Слушай, Мюнхен – это Мюнхен. Это тебе не Гамбург. Ну, погоди, не залетай. Ну, что ты так смотришь на нас? Или не узнаешь? Что это такое? Ну, это что за форма? Да вот служу. Водителем, что ли? Приходится, жрать-то надо что-нибудь. Ну, это все надо менять. Легко сказать менять. Легко? Ну, это мы возьмем на себя. Да это б неплохо, а то уж хозяева больно веселые попались. Вот кетч, потом дальше. Вот так всю ночь кручу баранку. А черт им делается? Капиталисты. Слушай, да какой ты к дьяволу кетч? Копеечная лавочка, больше шум, чем дело. Вот я в прошлом месяце в Кёльне видал. Один другому ухо напрочь откусил, к носу гад тянется. Вот это кетч. Реслинг. Сам видел? Что, я врач, что ли, буду? Да ну, А ты сейчас куда? Да во времена года поедем. О, видать, ты действительно к богатым устроился. В этом заведении я не бывал, но говорят, там жирно. Да уж там, да. Ну вот, пожалуйста, ну. Ну, так будем ждать тебя в ресторане Леви. Репербан 18. Там тоже только в 6 закрывают. хорош капот. Ферштейн, Я Ольга, да. будем ждать при всех обстоятельствах, окей? В машине они не стеснялись меня совершенно. Как если бы я был неодушевленным предметом. Зигфрид хохотал. Не могу без смеха вспомнить рожу Цезаря. А мне его жалко, сказала Бригитта. Ах, тебе его жалко?
И он стал целовать ее, приговаривая: а теперь? So, jetzt auch noch? И надо сказать, что Бригитта не проявила излишней принципиальности. Недолго она помнила своего Цезаря. Und jetzt? Mir tut er nicht leid. Затем он тоже ударился в Was wissen, wo er философию. hingehört und sie nicht woanders Нет, hinschmeißen говорил он, wollen. каждый должен знать свое место в этой жизни. Это говорю я, Зигфрид Was, wenn er nicht Хаслингер. weiß, was ich sage. А ты знаешь, что такое Хаслингер? И ему пришла идея тут же показать Wir fahren jetzt свою zum верь в Hafen und Бригитте. zeigen dieser Mieze, wer die Hasslinger sind. Fahren auf unsere Werft. Я сказал ему, что на верфь сейчас не попасть. С 10 до 11 туннель закрыт. Und ist immer geöffnet. Дело в том, что в Гамбурге верфи соединяются с городом туннелем под Эльбой. И когда идет рабочая смена, туннели, все движение на прилегающих улицах закрывается на целый час. Рабочие идут сплошным потоком. Их поднимают на поверхность огромные лифты, и набережные заполняются людьми. Но какое дело было до этого пьяному Зигфриду? У лифта нас, разумеется, задержали. Я Хаслингер, орал Зигфрид. Я еду на свою верфь. Но чиновник твердо придерживался установленных правил. Порядок есть порядок. Ach, alle Welt will mich heute belehren. Ist nicht Ihr Amt, mich zu belehren. Machen Sie lieber einen Weg frei, bitte. Es tut mir leid, aber jetzt geht es nicht. Na, wir werden schon sehen, was Sie davon haben. Fahr los. Los, fahren nach um den alten Schausel. Nein, nein. Пусти его, сказал кто-то из рабочих. Это же как-никак хозяин. Без него там все дело станет. Вокруг рассмеялись. Тут вмешалась Бригитта. Не ставь себя в смешное Hier положение. geht's ums Prinzip. Но куда там? Wir fahren jetzt in die Werft. Нет, мы поедем, заявил Зигфрид. Это уже дело принципа. Нельзя распускать людей. Я сказал, что не поеду. Зигфрид заорал: убирайся вон, я поеду сам. Вот тут я решил расстаться с ними. Зигфрид что-то орал мне вдогонку, но я твердо решил не возвращаться. Всякому терпению когда-то приходит конец. И только уже поднявшись по лестнице, услышал звон разбитого стекла. Видимо, Зигфрид обновил свой Мерседес. Время было подходящее, и я решил ехать в Лили, где меня ждали Саватеев и Ключко. Wir haben noch Plätze frei. Ab 12 Uhr nach der Bedienung. Лили оказалась обычным танц-кафе, чрезвычайно типичным для Риттербана. Таких там множество. Это целая ночная индустрия.
Найти моих друзей было не так-то просто. Публика здесь самая пестрая. Гулящая девица со своими кавалерами. Мелкие коммерсанты. Туристы, ищущие острых ощущений. Склеротические старички. Между прочим, один такой безбожно врал по телефону какой-то своей Маускин. Он говорил, что звонит с вокзала, что страшно устал и отправляется прямо в постель. Я пошел искать их в большом зале. Тут было невообразимо тесно и жарко. Я подумал, хорошо бы пойти домой. Но тут же вспомнил, что никакого дома, собственно говоря, уже нету. Леша! Алло! Да, Лили. На всю жизнь запомнил это заведение. Никогда еще не чувствовал свое одиночество с такой волчьей тоской, как в этой немыслимой сутолоке. Все вертелось и кружилось здесь, как в огромной бессмысленной машине, вокруг которой трудилось множество народа. Да, странный это был разговор. Он развивался как-то зигзагами, без видимой логики и смысла. Не сказав и 10 слов, мы почувствовали раздражение друг против друга. Возвращаться, возвращаться. А что мы там потеряли? И что нас там ждет? Нет, брат, пора расставаться с иллюзиями. Во-во, именно. Нахрена все это надо? Что все? Ну, вся эта мораль, одним словом. То родина, родина. А что родина? Что мы от нее видели, от этой родины? Я так считаю. Где кормят, там и родина. Не я придумал, что до нас люди сказали. Ну ладно, не залетай. Но вообще действительно верно. Не вредно разобраться, друг мой Леша, в некоторых вопросах жизни. Уж если зашел такой разговор, извини за откровенность. Немало мы слышали красивых слов, как шли на войну на эту фабрику смерти. Хаживали и в атаку, и, как говорится, проливали свою молодую кровь. А кто нам спасибо сказал? Вот и вернуться затеял. О том ты подумал, как встретить тебя? Там, у своей Марфуты, ты жил, как у Христа за пазухой. А че, хорошая баба. Погоди. Пользовался от дамочки, чем Бог послал, и думаешь, сохранился в хрустальной чистоте, да? Ну ладно, ладно. Не буду. Не будем, так сказать, вдаваться в детали. Это твое дело. Мы личность не угнетаем, не узурпируем. Но только не прикидывайся ты, друг, ангелом с крылышками. Не то, что там. Но и мы, твои корешки, тебе не поверим.
чтоб ты писал домой. Ну и что же, ответили тебе? Теперь Борька Аникин уехал. Тоже молчок. Почему? Да потому что мы для них, для всех, отрезанный ломоть. Они там, видите ли, чистенькие. А мы здесь, понимаете ли, грязненькие. Нахлебнули бы они грязи с кровью на обед да на закуску. Тогда поняли, как жить на этом свете. Путаешь ты все. Нет, брат, я-то не путаю. Но вот ты, аккурат, путаешь. Роберт! Noch eine Flasche. Мы не путаем, мы свою линию туго знаем. Он поди-ка начитался этой газеты, как ее там, «Голос Родины», «За возвращение на Родину», что ли. Это же, брат, все липа. Указ вышел. Амнистия для перемещенных. Читаем. Да, Ге. Пей лучше. Погоди. Так это так, к разговору Ну, же. погоди. По-ихнему выходит, что они одни только люди, а все остальное зола. А я вот гляжу и вижу, что все люди и все человеки, и каждому своя рубаха ближе к телу. Так пусть уж моя рубаха будет моя. Видать уж таким человека природа мать уродила, и не человеку переделывать его на иной салтык. Я. Видать, парень, ты еще не дозрел. Поживешь здесь, оглядишься, пообнюхаешься, познакомишься кое с кем из умных людей, глядишь, и у тебя глаза приоткроются. Все будет окей, так сказать, нормально. Работа будет, и это будет. Да он, я вижу, не шибко торопится. Тоже шансы ищет. Да никакого я шанса не ищу. А если и нанялся здесь к этим скотам, то только для того, чтобы заработать на дорогу до Берлина. Да и то не вышло. Вот сегодня ушел, а обратно не вернулся. Стало быть, обидели. Против шерсти погладить. Ну, а хотя бы и так. Гордый? Ну, вали. Действуй. А чё тебе Берлин? До Берлина мне ничего. Оттуда я хочу переходить на родину. Ну что, с катертью дорога. Только я тебе на это денег не дам. А я у тебя и не возьму. А почему не возьму? Брезгуешь? Брезгую. Садись. Брезгуешь? Чистенький. Всех бы вас, таких чистеньких, на одну удавку. Брезгуй!
Я тебе побрезговаю. Да брось, Вась, хватит с ним. Погоди. Пойдем. Пойдем. Пусти. Пойдем. Пусти, говорю. Los, gehen Sie weg hier. Gehen Sie nach Haus. Bitte gehen Sie auch weiter. Gehen Sie weiter. И вот тут у меня родилось жадное желание освободиться от жизни. По-видимому, есть для человека мера оскорбления, за которую жизнь теряет свое значение и смысл. Не знаю, как опять я очутился во дворе Лили. Нищие ковырялись в мусоре. На кухне переругивались женщины. Одна вышла и стала гнать меня со двора. Она говорила: хорош, хорош. Ступай-ка домой, покажи жене. Пусть посмотрит, какой ты красавец. Weg, weg, weg! Er gehört nicht zu uns. Guten Abend. Weg, weg! Doch nichts. Weg, sage ich! Weg! Sonst gehe ich zur Polizei. Man kann sich überhaupt nicht mehr im Hof aufhalten. Treibt sich schon wieder so ein Besoffener herum. Man müsste endlich die Hoftür abschließen. Dieser besoffene Kerl, den habe ich doch eben nach Hause geschickt. Jetzt hole ich gleich die Polizei. Er hat sich aufgehängt. Nein. Ja, doch. Was ist denn los da unten? Schlaft ihr? Die sind verrückt geworden. Meldet euch doch mal! Seid ihr gestorben? Da hat sich jemand aufgehängt. Sie sagt, wir müssen warten. Es hat sich jemand aufgehängt. Ja, das hatten wir gerade noch gesehen. Jetzt kommen wir wieder so spät nach Hause. Ich werde mal nachsehen. Was ist denn los hier?
Weshalb tun Sie sowas? Weshalb tun Sie sowas? Na, dann komm mal wieder mit, Henry. Ist ja alles ganz schön, aber ich brauche trotzdem meine 4 Rumpsteaks. Ja, ja. Also los, Kinder, kommt. Unten brennt sonst alles ab. Komm, komm. Кого-то подсаживают. Да. Так вот, первое, что я увидел перед собой, когда меня вынули из петли, это было лицо человека. Женщину эту звали фрау Вильде. Я сейчас покажу вам ее фотографию. Но такой она была в молодости. Я узнал ее, когда ей было уже более 40. Hoffentlich habe ich meinen Schlüssel nicht vergessen. Na ja, macht nichts. Die Kinder werden uns schon aufmachen. Kommen Sie, Herr Pavlov. Guten Morgen, Frau Nur bitte. Guten Morgen, Karin. Bitte, Herr Pavlov, kommen Sie. Was ist denn das für ein Mann? Weiß nicht. Guten Morgen, Mutti. Das Frühstück ist schon fertig. Guten Morgen, Annemarie. Meine Töchter, Annemarie. Guten Morgen. Morgen. Karin, Guten Morgen. hol mal schnell ein frisches Handtuch. Ja, Na, wie geht's dem Jürgen? ihm geht's gut. Halsschmerzen sind auch schon weg. Das ist ja fein. Bitte, Herr Pavlov. Bitte schön. Annemarie. Ja? Näh bitte mal den Ärmel an. Ja. Mutti! Ну, что вам сказать? Что я испытывал, сидя в этой маленькой комнате? Счастье. Может быть, впервые за эти 15 лет я был счастлив. Вокруг меня были люди. Казалось, ну что могла сделать для меня эта чужая немецкая женщина? Она сделала все. Gleich nach der Schule gehen die Mädchen zu Onkel Peter und werden ihn bitten, vorbei. Мы сидели за столом и обсуждали план моей жизни. Ich gehe, Mutti. Ja, ist gut. Onkel Эта Peter седая ist mein женщина Bruder, была müssen Sie исполнена wissen. покоя и Das ist ein уверенности. sehr kluger Mensch. И я узнал, что ее брат, Er wird Ihnen которого в bestimmt семье helfen звали können, im дядя Hafen Питер, Arbeit zu bekommen. Er versteht найдет es, мне mit den работу Leuten в zu reden. порту. И даже Kann eine sehr возьмет на schöne себя Arbeit труд sein. получить мое жалование beladen вещью oder aufräumen. Хаслингер. Aber in ein paar Monaten können Sie das А жить я Geld смогу für den пока Weg gespart здесь. haben. И So спать lange вот на können Sie этом bei uns диване. unterkommen. Ja, das Sofa ist schön weich. Da werden Sie И sicher девочки gut обрадовались schlafen. этому решению матери. Ja, Mutti. Чему они радуются, подумал я тогда. Müssen Sie nicht И noch Ihre понял. Sachen holen? Vielleicht machen wir das heute Передо schon. мной были люди. Lassen Sie nur. Ich А möchte людям nicht свойственно zu meinem радоваться, когда человек возвращается к жизни. Verstehe. Sie hatten Schwierigkeiten. Я и хата вельх. Ja, wir werden Onkel Peter bitten, dass er hinfährt und Ihre Sachen holt. Er wird alles bekommen, was Ihnen gehört. Verlassen Sie sich drauf. Сколько лет вы не были Lange на waren Sie родине? schon nicht zu Hause, Спросила Herr фрау Pavlov. Вильде. Да лет 15. И когда узнала, то сказала со свойственной ей категоричностью: «О, это долго. Это слишком долго.
Человек не должен так долго жить без Родины. Но вы приняли окончательное решение вернуться. Я ответил, что окончательное. Тогда я радуюсь вместе с вами. Если вы приняли решение, вы обязательно попадете домой. Главное в жизни принять решение. Верьте мне. И только с одним решением я никогда не могла бы согласиться. Я тоже знаю жизнь не самой лучшей стороны. Но я утверждаю, человек должен жить. Можно мне еще разок взглянуть на фотографию? Пожалуйста. А вот и Запорожье. Пойду-ка переберусь к нему, а то не разберет, как ехать. Тут ведь не просто старый город, новый город. Погоди-ка, друг, я к тебе пересяду. Вы смотрите, это сколько понастроили, а? А вы сами здесь давно не были? Да давненько. Так вы же теперь все время будете удивляться. А вот и Хортица. Как жалко, что мама сейчас едет не с нами. Она бы обязательно сказала. Запорожье мое детство, Запорожье моя юность, Запорожье мое горе, Запорожье моя радость. Вы знаете, она ведь здесь работала. Она копала вот этот котлован, строила плотину. Потом плотину взорвали во время войны. Потом ее снова восстанавливали. Она здесь и замуж вышла. За папу. Запорожье, Запорожье, вся моя жизнь. Отец погиб на фронте? Да. Вижу, любишь ты свою мать. Маму? Угу. Варя! Приехали! Ой, 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 ой! Да что ж это такое? Здравствуйте, Светлана. Что за м'ясо Иисусовый Иерусалим? Заезжай, хлопцы, во двор. А я у вас там не застрял? Да нет, у нас просторно. Не, я лучше отщеплю. Ну, отщепляй. Варя! Наконец-то! Мы ж вас ждали еще третьего дня. Что у вас там приключилось? Вот видишь, что приключилось. Мама, вы гляньте, что за картина. Откуда ж вы так ехали? Почти с самого Новомосковска. Отказала наша антилопа. От, Голя, а где Танюшка? Вон Танюша. Танечка. Да что ж ты такая худенькая? Мама, гляньте, она же ее совсем заварила. Ничего ж нет. Солома. Отгоняй машину, хлопчик. Иди купайся, а потом завтра приходи. Худющая, а? Хорошо, что нашелся добрый человек, хоть вас подвез. Ну да, это в колхозе дали. Мы ведь в аварию попали. А, что? В аварию? Это ж надо.
Вот. Вот разрешите представить, Павлов Алексей Иванович, человек вам небезызвестный. Самой блокады не видели, счастливый случай свел дороги встретить. Стойте. Мама, так это ж тот самый Павлов, что Аня нам столько рассказывала, но офицер-то. Это ж надо такой случай. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада дорогому гостю. Прошу. Анечка, ну проходишь. Вот вам явление второе. Здравствуйте. Да что ж это приволок? Это ж кошки тебя насмеют. Тю, рыбак. Здравствуй, Гена. Здравствуй. Ну при чем же тут Ген? Да это ж Вовка. Ты что забыла, как мы в Ленинград с ним приезжали к вам? Откуда же она может помнить? Гена, да Гена у нас первый жених по всему Запорожью. А это еще малек. Ну иди мойся, иди приведи себя в приличный вид. Сейчас завтракать. Да нет, бабушка, я завтракать не буду. Ну вот возьмите. Здравствуй, Павел. Что будь? Нет, вы поглядите-ка сюда. Нет, ты погляди сюда. Вы же, наверное, думали, что опоздали. Ну, конечно. Мы тоже горевали третьего дня. Так нет же худа без добра. На заводе ЧП, и у нас в доме ЧП. Вот так и не садились. Третьего дня столы вот как понакрывали, так все и стоит. Никого же нет. Все на заводе. Раньше хоть к телефону подходили, а теперь не подходят. Вот, Волга связной. Тебе было сказано, пойди переоденься. Мама, я же Прошумели же на всю страну. Народу понаехало отовсюду. Автоматика и отказала. Она ж всегда так. Если уже идет, так вся идет. А не идет, так вся не идет. 3 узла стали, 4 не работает. И пошла такая беготня и туда-сюда, и туда. А как же? В каждом же деле, ну всегда ж так. Ну, Варя. Ну ладно, Варя. Варя, ладно. Оглушила. Мыться. Идем. Это бабушке пойдет. А это мне. Ну, к чему ты деньги тратила? Куда их надела? Ну, куда-нибудь оденешь. Да, слушай, Аня, так вот это он все 17 лет так там и находился. Вот он отерпелся, бедня. Да, сдерган человек до крайности. С ним сейчас поделикатнее надо. Да неужели же мы не понимаем? Ну что ты? Ну идем завтракать. Пойдем. На, режь. Тебя как звать-то? Жорж. Вот, чисто украинское имя. Таня, ешь кашу, и чтоб все съела. Я ж тебя завтра не выкормлю, как рождественского гусака. Ешь кашу, ешь. Да она не ест каши. Тю, вот же мамочкино воспитание. А что она у тебя ест? Конопляные семья. Ну, на вот, ряженку, холодную, прям со льда. Вот творог со сметаной. Ну, глядите на меня. Это ж какое-то горе, а не девка. Погодите, дайте немного оглядеться. Вот кушай вареники. Нет, спасибо, я лучше чаю. О, чай. Вот, свежие вареники. Прелесть. Угощайтесь, Алексей Иванович. Спасибо. Добро сделали. Здравствуйте. 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 Заходьте до нас завтракать. Спасибо. А твой еще не пришел? Нема. Заходи. Спасибо, я тоже накрила. Слухай, мой 3 рази дзвонив по телефону, каже, готовсь. Ну я то в погріб, то з погріба, то в погріб, то з погріба, а його ні слуху, ні духу. Слухай, кажуть, з Краматорська бригаду прислали, так те вже розібрались. Неужели ж с Краматорска? Вот же до чего дошло, а? Вовик, а ну сгоняй на завод, узнай, что там такое. Хорошо, мама. Постой, Вова. Поведи с собой товарища Павлова в гости, покажи ему наш завод. Ладно, бабушка. Вы хотите поглядеть завод, товарищ Павлов? С удовольствием. Я позвоню, чтобы вам там пропуск сделать. Все в порядке. Идемте. Здорово, дядя Коля! Здорово, чем пришел? Да вот товарища привел. Иностранец? Нет, не иностранец, но нужно показать. Значит, демонстрируешь? Передаешь масштаб? Как корреспондент. Ну, действуй. Да, дядя Коля, я вот чего пришел. Мама сказала, сегодня вечером нам, с супругой, конечно. Будет.
Папа, там наши приехали. А вместе с ними Павлов Алексей Иванович. Какой Алексей Иванович? Ну, один их знакомый. Бабушка сказала показать ему завод. Бабушка. Здравствуйте. Здравствуйте. Субботин, Павлов. Знакомьтесь. Павлов. Кузнецов. Вы, поди, уже думали, опоздали. А вы хоть поторопились. Правда, самую малость. Ну что ж, вот только в 2 местах осталось подтянуть, и будете свидетелем пуска нового стана. Будем пробовать. Да, попробуем, да, опять остановим. Ну что ж, ну еще раз попробуем. Ну, такое уж наше дело. Вы с Краматорского? Нет, я из Ленинграда. С Кировского или с Электросилы? Я совсем по другой линии. Да нет, товарищ приехал к нам в гости, осмотреть Запорожье. Что ж, очень приятно. Да, ну ладно. Бородай, как там у тебя дело? Хорошо. Обождите 3 минуточки. 3 минуточки. Ну жди, сейчас идем к тебе. Идите. Ну что ж, пошли посмотрим, что там делается. Ну как вы думаете, сколько здесь будет народу работать? Да надо думать, человек 30. 4 оператора. Вот как? Ну, не считая, конечно, обслуживающий персонал. Вот 4 человека на весь стан. Здорово. Как там у тебя? Ну что, пошли дальше. Линия готова. Проверили. Задавайте рулон. Добре! Направляю рулон! Понял вас. Ну неужели ты не можешь зайти? Ну как я зайду? Ну как? Как все люди, через калитку. Не знаю, неудобно. Ничего тут неудобно. Бабушка, я не хочу, больше не могу. Я столько не съем. Ну, возьми вот. Нет, нет, пить я не люблю. Иван Иванович, дай-ка куся. Гляди, какой густой. Гляди, какой густой. А, ну, ешь. Ешь, а то женихи сватать не будут. Ну вот еще. Ну, гляди, какой Пашка, за что вы меня мучаете? За что? А кто у вас?
Ну, я тебе уже 100 раз говорил. Гости, тетка из Ленинграда приехала. Да ты заходи, увидишь. Вовик, Вовик, а что ты тут делаешь? Да ничего, дышу. А ты, сыночек, тут часом не куришь? Да что ты, мам? Смотри у меня. Спрятал. Ну, чего ты спряталась? Ну, спряталась и все. Неужели ты не можешь зайти в дом как человек? Не пойду. Варя, иди-ка на подмогу. Ничего не ест. Ничего не ест. Я уж говорю, женихи сватать не буду. Ничего, мама была голова на плечах. Кушай, моя голубенька, кушай. А вы что, барышня, тут кушаете? Вот это тебе, я не слышу. Вы, бабушка, отстали от моды. Нынче девушки избегают питаться, как бы талию не испортить. Ведь нынче талия в моде, да? Вот хорошо, что вы все объяснили. Ну а как же, мы ведь тоже здесь кое-что знаем, следим, так сказать, наблюдаем. Я хочу сказать 2 слова, товарищ. Знову цветочка. Завжди так сказать человек. Ну, Галю, нехай скаже. Кажи. Позвольте мне поднять этот бокал за тех людей, которых мы справедливо называем хозяевами жизни. Кто ж такие, что-то не ясно? Ну, бабушка, минуточку. Я же знаю, что я говорю. За тех людей, которые не отсиживались в кустах, рассуждая, там, философствуя, а брали быка за рога и делали свое дело. Вот. Ну, это смотря какого быка. А то, может, и забодать. Ничего, дядя Николай, сейчас все на свое место станет. Давай, Гена, закругляй. Давай. В общем, за тех людей, которые в свои руки верят, на свои руки надеются и своими вот руками счастье добывают. Вот за этих вот людей я и поднимаю свой бокал. Ясно. В общем, За ваше здоровье, вам. Ну, допустим. Правда, есть у меня к твоему тосту поправочка, но уж в такой день не будем обострять дискуссию. А что, хорошо сказал. Вся вы молодежь такая. Самонадеянный, самовлюбленный. А вы что же, Алексей Иванович, все курите так курите. Киньте вы эту цигарку. Ну, попробуйте ветчинку. Спасибо, спасибо. Будьте как дома. Я хочу сказать 2 слова. Можно мне сказать? Да, конечно. Ну-ка, племянница. Я хочу предложить всем собравшимся за этим столом выпить, вспомнить тех людей, которые не пощадили своей жизни за нас, за всех. Которых, может быть, даже нет за этим столом. За их скромность. И за то, чтобы все мы поучились у них этой скромности. В общем, за скромность. Це вона Геннадій Твігород, між прочим. За скромність. А що ти думаєш? От за це я вип'ю. Ваше здоров'я. Да, за это и все присоединятся. Будьте здоровы. Вы глядите. Ви замечательно сказали. Вы глядите, откуда что взялось. Анют, девка-то у нас с понятием. Ну, а теперь кушай. Высказалась и кушай. Не обижай хозяев. Раз уж ты такая справедливая. Вот так. Что, Гена, получил? Не говорите, бабушка, прямо не говорите. Пойдем, брат, пойдем. Хотела с тобой поговорить, Алексей Иванович. Как же ты намереваешься жизнь свою устраивать? Да пока еще не думал. Вот к брату еду. А чего ты у него потерял? Да ничего не потерял, просто хочу повидаться. Полжизни, можно сказать, не виделись. Ну, это так. А то я хотел предложить тебе, оставайся у нас. Место живое, работу хоть отбавляй. Все начальство по заводам. Свои ребята. На любую работу могу тебе поставить. Я ведь слышал, ты человек с специальностью. Спасибо, спасибо. Я подумаю. Подумай.
Что это еще за манера? дело, А ну, Володя. брось. Тихо, тихо, Запорожец. Боже, господи. Пойдем станцуем, нравится. Как-нибудь потом. Не вздумай с ним танцевать. Бодрее, бодрее. Что-то новое. Ну, дочка убила. Ай, ты чё? Ну что здесь происходит? Танцы, дядя Коля. А ну. Що це за танці, а? Що це вони танцюють? Ну как, дядя Николай, а? Вполне прилично. Да? Жалко, я не научился. И не Ну, научишься. то есть сейчас покажем. И не А ну, научишься. давайте столы. Пойдем, посмотрим, как танцуют. Пойдем. Видишь, как танцуют? Позвольте вас пригласить на танго. Я не танцую. Да что вы говорите, не может быть. Тем не менее, пара. Да? Ай, ну пропал, совсем пропал. Опять только. А вот и Сиваш. Не заметили, когда ехали. Алексей Иванович, вы, наверное, устали. Давайте пересядем. А да нет, я не устал. Просто задумался немножко. О чем? О чем? О многом. Ну, например. Ну, например, о том, что не стоило мне ехать вместе с вами. Это почему? Полно. Завтра встретитесь с братом и еще посмеетесь над этим своим разбродом и шатаниями. Да? А у вас не бывает ни разброда, ни шатания? Нет, почему же? Бывает. Но жизнь научила меня одолевать это. Иначе все поползет по швам, и тогда уж не соберешь. Вы сказали, что вы задумались о многом. О чем же еще? Еще? Еще думал, что вот едем по местам, где полегло множество людей. А сейчас все чисто, гладко. И все забыто. И даже в песнях вспоминают все реже и реже. И живых не угнетает чувство вины перед мертвыми. Вы сказали, забыто? Нет, ничего не забыто. Но таково свойство жизни. Если живые будут оплакивать мертвых вечно, жизнь остановится. Верно, верно. Вот я об этом как раз и думал. Но почему-то это меня не утешило. Может быть, потому что я как раз принадлежу к мертвым, а? Да. Гляди, Таня, вон орел кружит. Да? Ну-ка я его щелкну. Говорят, вот так лет 300 может кружить. Ну и что в том толку? Тоже верно. Открылась бездна, звезд полна,
звездам числа нет, бездне дна. Спи. Таково было РУ. Как это? Руководящее указание. А, спи, спи. Наблюдая жизнь, я делаю вывод, что наивысшим удовольствием для человека, видимо, остается право давать руководящие указания. Так, дальше. Между тем, как высшим счастьем, как известно, является свобода. Как быть с этим противоречием? Закрыть глаза и спать. Другого выхода нет. Ну-ну. Как вы были сегодня несправедливы, Алексей Иванович. Правда, вы потом сами это поняли. Я ни в чем не хочу вас обвинить, я только хочу разобраться. Почему именно сегодня так сложился ход ваших мыслей? М? Вы спите? Нет, не сплю. Ну, что случилось? Просто я думал, не стоило мне ехать вместе с вами. Пожалуйста. Ну, поехали бы автобусом, что бы изменилось? Да нет, я в том смысле, что не стоило ехать к брату. Это почему? А кому я там нужен? Никому я там не нужен. А брату, может быть, менее всего. А, я еще вчера все поняла. Вас растревожил этот парень Генка, да? Ну, дорогой мой, молодо жестоко. И вы думаете, я мало терплю от Тани? Разве они способны все понять? Это приходит позже, с годами. А они рубят с плеча. И в этом их сила. Да что вы, я никого не обвиняю. В том-то и дело, что он прав. Совершенно прав. Не те времена, дорогая Анна Андреевна, чтобы беда человеческая выступала на защиту человека. Нет, это уж вы зря говорите. Как раз наступили эти времена. Неужели вы не замечаете? Я не слепой, я все вижу. Времена-то наступили. Да, видно, еще не для меня. Вы знаете, что было написано на воротах Бухенвальда? И едем до Зайна. Каждому свое. Это очень страшно, конечно. Но какое это имеет отношение к вам сейчас? Да такое, что я, видно, всю жизнь обречен тащить за собой чувство вины. И каждый может ткнуть мне эту вину в любую минуту жизни. Вот это и есть мое. Почему же вы думаете, дорогая Анна Андреевна, почему я не возвращался на родину в 17 лет? Почему? Боялся. Ну что ж, если угодно, так. Боялся, что свои меня моей же бедой попрекнут. Но ведь вы же вернулись. Значит, переступили через что-то? Через чувство страха, через чувство вины? Ну вот. Да я же ни в чем не виноват. Ну так тем более. И почему вы сомневаетесь в брате? Или он плохой человек? Да нет, он хороший человек. Был. Как это был? Но на письма-то он мне не ответил. Никогда не поверю. Чтобы родной брат не ответил, никогда не поверю. Тут что-то не так. Погоди, Таня, погоди. Вы просто устали. Что ж делать? Может быть, все придется начинать сначала. После войны многое приходилось начинать сначала. А что помогало нам? Чувство правоты. Чувство правоты? Да, это вы все правильно сказали. Все можно начинать сначала. Только надо, чтобы верили в твою правоту. Что ж, нам пока тоже еще не все верят. Однако от этого мы не становимся хуже. Знаете что? Давайте-ка сделаем так. Если вам не хочется встречаться с ним дома, давайте напишем ему письмо и назначим место для встречи. Правильно. Напишем письмо и пошлем по почте. И место назначим. Почтамт. Вот видите, почтамт.
Захочет – придет, не захочет – не придет, его воля. Да ну, ма, ну что ты говоришь? Обязательно придет. Хотите пари? Ах, Анна Андреевна, прекрасный вы мой человек. Потом прочитаешь, кофе стынет. Куда уставился? Ешь. И не вскакивай из-за стола, пока старшие не поднялись. Сколько тебе этому учить? Я больше не хочу, мама, я сыт. Ешь. Ешь, старик. Смотри, как ты отощал. Отощал ты, брат, как водовозный кляча. Ну, вам налей там еще. А ты что так смотришь, Люля? Может быть, я что-нибудь не так сказал? Нет, все так, Витенька, все так. Вот, пожалуйста, чистая скатерть. Ах ты, это действительно. Ты права, мама. Вот уж не везет мне с этим молоком. Вот уж золотые ручки-то. Ты, Чурка, какие мы с тобой? Поразительно, как в этом доме невозможно сохранить чистоту и порядок. Сколько не бьешься, сколько не стараешься. Все как об стенку горох. Да. Верно, все верно, мам. Все правильно говоришь. Ну, ничего. Можно нас сегодня простить ради праздника. Разве что ради праздника. Положи нож. Слушай, Юра, не корчи рожи. Вот кто-нибудь тебя напугает, вот ты ведь так и останешься. Слушай, старик, а что ты бледный какой-то, тусклый? Ты часом не извалился вчера? Нет, я сдал. Сдал. Что у тебя там осталось-то еще? Два экзамена, один зачет. Не три за ухом. Не катай хлебные шарики. Да, старик, не стоит, как не принято. Фу, все. Благодарствую, мама. Вот, спасибо. Вытер об меня губы. Ты знаешь, я думала, для этого существует салфетка. Вот, мама, это тоже зря. Уж я губы вытер. Слушай, так, может быть, тебе помочь? У тебя что осталось там, политэкономия, что ли? Основа марксизма. Марксизм. Марксизм? Ну что же, это знакомое дело. Я тебе чохом все разберу. Ты там программку или конспект сохранился? Освежить память. Да не надо, пап, я сам все прекрасно сдам. Вот галстука не найду никак. Вы, Петр Иванович, случаем не видели моего галстука? Знаете, черный такой в крапинках. Да нет, уважаемый Сергей Николаевич, я вашего галстука случаем не встречал. Вот незадача. Просто сбился с ног. Возьмите мой. Да нет, знаете, я уж к этому как-то привык. И у нас порядок такой в хоре, чтобы у всех были черные галстуки. У нас Регин за этим внимательно следит. А сегодня тем более такое торжество, праздник песни. Вот галстук. Он в ванной висел. Спасибо, Валюша. Спасибо, дочка. А ты что же, детка, не надумала поехать сегодня? Нет уж, папа, пойте сами. Меня, пожалуйста, увольте. Ой, не бубните вы, ради бога. Уважаемый Сергей Николаевич, а что же вы, собственно, там поете? А все поем. Исполняем народные песни и классику. Я, например, предпочитаю классику. Особенно, знаете, хор из Демона, опера Рубинштейна. Так. Значит, вы предпочитаете классику. Да.
Так, партийное строительство. Ну-ка, кого здесь еще чесанули? Так. Посмотрим, наши зарубежные друзья как не дремлют. Колонизаторы в страхе. Письмо. Дай сюда. Это папе. Откуда ты взял, что это папе? Написано папе. Что такое, Валюш? Что у вас там за переполох? Какого переполоха? Пришло письмо. Ты поел? Пойди-ка пройдись. Вот, проводи деда. Пойдем, дед. Так, Валюш, дай-ка письмо. Потом прочитаешь. Дай письмо. Ты знаешь, от кого это письмо? Это же брат Алешка, он, оказывается, жив? Ну и что же? То есть как это что же? Это же брат Алешка, мы думали, он погиб, а он, оказывается, жив? Но это же Алешка, брат, ну ты его знаешь. Нет, я не знаю твоего брата. Я его не знаю, и ты его не знаешь. Скажите, я не знаю. Это же брат Алешка, он, оказывается, здесь. Так, явился. Иди-ка сюда. Иди. Ну, я не знаю. Я же ничего не знаю. Давай поговорим маленько. Какой он тебе брат, а? 17 лет где-то болтался, теперь брат? А с кем он там якшался? Ты об этом подумал? Надо иметь нахальство. Лезть в чужую семью со своими родственными претензиями. Слушай, на кой черт он тебе нужен? Откуда из заморских земель является какой-то субъект без рода, без племени? А кто тебе за него поручится? И откуда он взялся? Ты во всех бумагах писал, что у тебя брата нет, что брат погиб, теперь хорош ты будешь. Ты вот о сыне подумай. Горе. Тебе не позаботься, так и себя, и всех нас под монастырь подведешь. Дай-ка сюда. Не смей, слышишь, не смей, я прошу тебя замолчать. Ты на меня не ори. Это ты замолчи, истеричка. Хуже баба, квашня. Ха. Он еще на меня голос поднимает. А кто тебя сделал-то? Кто тебя сделал? Ты об этом забыл? И неужели ты думаешь, что все, что я сколотила своими собственными руками, я швырну под ноги твоему братцу? Да плевать я на него хотела со всеми его потрохами. Знать я бы не знала и знать не желаю. Ты можешь выбирать. Отправляйся к своему братцу, но забудь о семье. Или оставайся в семье, но нет у тебя брата. Нет и никогда не будет. Стыд, срам. Что ты говоришь? Ты подумай, что ты говоришь. Я-то подумала. Я-то, голубчик, давно подумала. Ты что думаешь, это первое письмо? Он 15 лет нас шантажирует, твой братец. Говорит, здрасте, пожалуйста, является. Кто его сюда звал, кто его сюда просил? Как 15 лет? А где же эти письма? Ты что думаешь, я эту буду пакость держать в своем доме? Сожгла, и это туда же пойдет. Подожди, я сейчас капли дам. Ну-ка, выпей. Минск, 247-й талон, 14-я кабина. Днепропетровск, 18-й талон, 6-я кабина. Ну что ж, по-видимому, все ясно. Пойдемте-ка домой. И будем считать, дорогая Анна Андреевна, что свое пари вы мне проиграли. Нет, почему же? Просто сегодня воскресенье. Наверное, никого нет дома. Да-да, конечно, никого нет дома. Но это ничего. Это все ничего. Нет, это не ничего. Это
Это нисколько даже не ничего. У вас не найдется ручки? Пожалуйста. Спасибо. Адрес верный? Верно. Зачем? Мам, я схожу к ним. Что ты, Таня? Таня, ну-ка иди сюда, сядь. Нет, Сядь. нет, нет. Я пойду. Вы посидите здесь, подождите меня. Я скоро вернусь. Нет, почему же? Пусть сходит. Курить нельзя. Здесь написано. Да-да. Где живут Павловы? Здесь, а вам кого? И они сейчас дома? Дом-то вы заходите. Вы их сын. Да, а что? Выйдите на минутку сюда. Зачем? Выйдите, выйдите. Пожалуйста. Прикройте дверь. Пожалуйста. Так, стало быть, вы Павлов. Да, Юрий Павлов. Идите сюда. Пожалуйста. А вы знаете, что ваши родители подлецы? Почему вы так говорите? Вы кто такая? Это не важно, кто я такая. Важно то, что ваши родители подлецы. Я не знаю. Вы можете сейчас спуститься со мной? Да, могу. Тогда пойдемте, я вам кое-что расскажу. Могу. Сейчас только вот я кепку возьму. Впрочем, можно и так. Да, конечно, можно и так. Но прежде всего, вам известно, что у вас есть дядя? Дядя? Нет. Тетка есть, а дяди нету. Нет, вот в том-то и дело, что у вас есть дядя. Брат вашего отца, Алексей Иванович Павлов. Он же убит? Нет, он жив. И он сейчас здесь, в Севастополе. Я пойду скажу отцу. Нет, не надо этого делать. Отец ваш знает, что он здесь, но он не хочет его видеть. Потому что отец ваш трус. Что я ж ничего не понимаю. Но ты успокойся сейчас. Пойдем, я тебе все объясню. Видишь ли, брат твоего отца прекрасный человек. Если бы это было не так, я бы ни за что сюда не пришла. А сейчас вот пришла. Потому что этого нельзя так оставлять. Это несправедливо. Мы не должны. Подожди, подожди. Он знает. Он не хочет его видеть. Погоди, ты говоришь, он 17 лет жил за границей. Почему же он сразу не вернулся? А почему вы ему сразу не ответили? Не так-то просто возвращаться, когда даже родные не отвечают. Да это я так спросил. Это наш театр. Да, я вижу.
красиво у вас здесь. Ну что мы тут стоим? Пошли? Почему же он сам к отцу не пришел? Странный человек. Как же он мог прийти, если вы 15 лет ему на письма не отвечали? Но мы ни одного письма не получали. Ты мне веришь? Ну, я тебе верю. Но сегодня-то вы получили? Сегодня получили. Почему же твой отец не пришел? Графская пристань. Да, я вижу. Как же быть? Ну, хочешь, я сам к нему сейчас пойду? Хочешь. Ну, я-то ничего не хочу. Но неужели ты сам не понимаешь, что твой отец должен пойти? Где он сейчас? Ждал на почтамте. Сейчас, наверное, уже домой пошел с мамой. Хочешь. Но неужели ты сам не понимаешь, что все это в принципе нехорошо, нечестно, стыдно? Нельзя так поступать с человеком. Я-то понимаю. Ну что мы тут стоим? Пошли куда-нибудь? Пошли. Нет, нет, нет. Курить нельзя. Вот написано. Да-да. Знаете что? Пойдемте-ка домой. Да. Пойдемте. Как же быть? Он же отец. Ну, мама. Но отец-то тоже прекрасный человек. Добрый, честный. Слабый, наверное. Ну, не знаю, не знаю. Только так это оставить нельзя. Поговори с отцом. Если ты настоящий человек, то найдешь в себе силы. А если он настоящий человек, он тебя обязательно поймет. Ну? Ну, я тебя провожу. Не надо меня провожать. Ты лучше иди к отцу, потому что мы утром уезжаем. Хорошо. Юра! Адрес! Адрес же. На. Пиши. Ты где пропадал? Ты что? Папа, нам надо с тобой поговорить. Да, Юра, надо. А она спит? Кажется, заснула, закрылась. Ну, заходи. Папа, мы не сможем так больше жить. Как, Юра? Вот так, как мы живем. Так нехорошо жить, папа. Пошло. Что ты говоришь, Юра? А как же жить? И чем мы хуже других? Папа, не надо сейчас. Да, не надо, это ты верно говоришь, не надо. Ну вот что. Давай уйдем. Куда? Куда мы, Юрчик, с тобой уйдем? Переедем в другой город. Страна большая. Хоть на другую квартиру пока. Как это у тебя все просто. На другую квартиру. Как это у вас все просто. И кто нас, Юрочка, не поймет? А кто же нас должен понимать? Я думаю, прежде всего, самим себя понять надо. Самим себя?
Понять-то можно. А вот как поступить? А поступить по совести. А как же еще поступать? Ну и что же я, по-твоему, должен сделать? Ну, прежде всего, тебе нужно сейчас пойти к брату. Поговорить с ним, встречаться. Ну, там вы вместе решите, что вам лучше делать. Да ну, я даже не знаю его адреса, ведь она же сожгла письмо. Вот адрес. Третье окно за углом. Вас там ждут. Алексей Иванович. Петр. Алёшка, живой. Живой. Ты подумай, это же надо, а? Ну что ж ты там стоишь? Заходи, я открою тебе. Нет, я только на минутку. Я уж к тебе завтра как следует найду, а сейчас я так, на минутку. Ну да. Ты подумай, как все получилось. Трудно, понимаешь, брат? Уж так трудно. А что ж тебе так трудно-то, брат, а? Что ж тебе так трудно-то? А все трудно. Жил легко. И не замечал, как жил. А вот сейчас задумался и вижу, все трудно. Да полно, брат. Ты себя зря не мучай. Живи, как жил. Думаешь? Все равно у тебя иначе не получится. Это почему же? Ну, сам знаешь, почему. И обо мне не думай. У тебя своя жизнь, у меня своя. Это так. Ну, вот видишь. Я ведь только и приехал-то взглянуть на тебя. Какой ты есть. Ну и что скажешь? Да вижу, жив-здоров. А, ничего. На здоровье пока не жалуюсь. Ну, да все прекрасно. Ну, час поздний. Ступай-ка, брат, домой. Пока тебя там не хватились. А как же завтра? А что ж завтра? Завтра я поеду. Уезжаешь уже? Угу. Ну, а что ты завтра будешь делать? Тебе виднее. Ну, счастливо, брат. Шагай с миром. Ну ты подумай. Ведь это же Юрка. Какой еще Юрка? Ну какой, мама? Юрка Павлов. Ты что там говоришь, Таня? Я говорю, что вон там у столба стоит ваш племянник Юрка. Ну ты подумай.
вот ты какой. Ты подумай, какой ты, а? На кого ж ты похож? Ну, будем считать, что на самого себя. Моя мама. Здравствуй, Юра. Здравствуй, Юра. Да вы поезжайте, а я вас провожу. Только не быстро. Пиши нам. Да, конечно. Я вот дяде Лёше хотел тоже написать, только не знаю куда. Пиши, брат, в Запорожье. Не ошибешься. Пиши до востребования. Зачем до востребования? Я сейчас адрес дам. На вот. Ты приезжай к нам. Тут недалеко, сразу за Байдарскими. Я, может быть, сегодня вечером приеду. Вот провожу вас немножко и обратно, а вечером приеду. Ну, приезжай. Может быть, это смешно, но я сейчас очень волнуюсь. Мы подъезжаем к Байдарским воротам. Я хочу, чтобы вы увидели все так же, как я увидела это в первый раз, когда была здесь еще совсем девчонкой. Я испытала тогда всю полноту счастья. Мне открылся мир, полный света и воздуха. И я хочу, чтобы вы увидели все так же, как я тогда. Смотри, Таня, смотри. Ах, как жалко. Дымка над морем. Ничего, мама. Ничего, родная. Я все вижу. Я все вижу.